Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. В Забайкальском крае в районе поселка Атамановка Читинского района продолжает бушевать масштабный верховой лесной пожар, охвативший, по последним данным, свыше 350 гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой, что привело к быстрому распространению огня, вплотную подошедшего к жилым домам. Пожар начался 20 июня и за несколько дней перерос в верховой, охватив лесные массивы и угрожая населенным пунктам. В поселке Атамановка и соседнем дачном товариществе Сосновой огонь уничтожил несколько дачных строений и хозяйственных построек. Местные жители начали эвакуироваться самостоятельно, некоторые с помощью волонтеров, из-за сильного задымления и риска распространения пламени на жилые дома. Из-за пожара с 22 по 26 километр федеральной трассы Чита-Забайкальск временно перекрыто движение, а поселки Атамановка и Сосновый Бор окутаны густым дымом. По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 152 человека и 26 единиц техники, включая 2 самолета-амфибии Б-200, самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. Авиация сбросила около 80 тонн воды, чтобы предотвратить переход огня на жилые массивы. Несмотря на усилия, полностью локализовать пожар пока не удалось. Прокуратура региона взяла ситуацию под контроль. По факту пожара возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений путем поджога. Ветер развернулся в Атамановке. Огонь пошел на Атамановку. О-о-о! Вот это жар! Ответ, точно! Утром 20 июня в Суэцком канале тяжелое судно Red Z1, длиной 217 метров и предназначенное для перевозки крупногабаритных грузов, в том числе платформ и промышленных конструкций, потеряло управление, протаранило пирс и село на мель на 45-м километре в районе терминала Эль-Кантара-Вест. После столкновения с причалом на место незамедлительно прибыли буксиры. Спасательная операция заняла 1 час, судно удалось стабилизировать и отбуксировать на якорную стоянку для дальнейшей проверки и ремонта. По словам главы администрации канала Осама Рабии, судно не получило серьезных повреждений, утечки топлива не зафиксировано, пострадавших нет. Навигация по каналу продолжалась в штатном режиме, инцидент не повлиял на движение других судов. لا إله إلا الله يخرب بيت أبوه إيه ده 22 июня в 16 часов 37 минут по местному времени вновь активизировался вулкан Симоэ, расположенный в горной цепи Кирисима на границе префектур Кагасима и Миядзаки. Согласно данным японского метеорологического агентства, из кратера поднялся столб пепла высотой около 500 метров. Это первое извержение Син-Маэдаки с 2018 года, когда высота пепловых выбросов достигала 2600 метров. На этот раз извержение носило умеренный взрывной характер. Уровень вулканической тревоги остается на 2-й отметке по 5-бальной шкале, что означает запрет приближения к кратеру. Власти установили зону отчуждения радиусом 2 километра, предупреждая о возможной опасности внезапных выбросов и падения камней. Несмотря на извержение, об эвакуациях речи не идет, в прилегающих населенных пунктах, таких как Такахару и Кобаяси, продолжается нормальная жизнедеятельность. Учебные заведения,
транспорт и сельскохозяйственные работы функционируют в штатном режиме. Однако местным жителям рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания при потенциальном оседании пепла с подветренной стороны. Сейсмическая активность под вулканом начала нарастать еще 28 марта. 30 марта около 2 часов 50 минут прибора зафиксировали инфляцию земной поверхности, а спустя несколько минут — вулканический тремор. Тогда уровень тревоги временно поднимался до 3-го уровня, но к концу мая ситуация стабилизировалась, и режим был снижен обратно до 2-го. うわーすごい。どんどんでかくなっていくの。うわー。Центральная Мексика продолжает страдать от мощных проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения в нескольких регионах, включая штаты Веракрус, Куэритаро и Чиапас, а также на окраинах Мехико. Сильные осадки, начавшиеся 21 июня, привели к затоплению улиц, повреждению инфраструктуры и эвакуации жителей. В штате Веракрус наводнение превратило улицы в бурлящие реки. Потоки воды сметали автомобили, а в некоторых районах уровень воды достигал 50-70 сантиметров. Местные жители сообщают о повреждении домов и инфраструктуры. По данным Национальной метеорологической службы Мексики, в Халапе за 24 часа выпало около 120 мм осадков, что значительно превысило средние показатели для июня. На окраине столицы, в районе Сан-Рафаэль-Чимапа, затопило жилые кварталы и дороги. Уровень воды на некоторых улицах достигает колен, это привело к приостановке движения транспорта. Местные власти привлекли более 100 специалистов и спецтехнику для откачки воды. Жители сообщают о повреждении имущества, некоторые дома остались без электричества. В районе Менчака, в штате Куэритаро, сообщается о повреждении десятков домов и эвакуации около 200 жителей. Хлынувшие потоки воды затопили ряд жилых кварталов, улицы буквально превратились в реки, потоки воды уносили мусорные баки и припаркованные автомобили. По данным метеорологов, за несколько часов в регионе выпало около 100 мм осадков. В штате Чиапас, в районе Коити, наводнение затронуло жилые зоны и сельскохозяйственные угодья. По данным гражданской защиты штата Чиапас, за последние дни выпало до 150 мм осадков, что привело к переполнению местных рек, включая приток реки Грихальва. В наиболее пострадавших районах проводится эвакуация населения. Власти сообщают о временной изоляции нескольких сообществ из-за повреждения дорог и мостов. Проливные дожди в Центральной Мексике связаны с активностью тропической депрессии, которая, по данным Национального ураганного центра, сформировалась над Южной Мексикой. Ожидается, что осадки продолжатся до середины недели, с возможным выпадением до 200 мм дождя в некоторых районах. Перевал Хайвуд в регионе Кананаскис в канадской провинции Альберта 21 и 22 июня оказался под воздействием мощного снегопада. Снегопад вызвал значительное ухудшение видимости и усложнил движение на трассе, проходящей через перевал Хайвуд. Высота снежного покрова в районе перевала достигла 45-50 см, в сочетании с температурой около 0 градусов по Цельсию. Это привело к образованию тяжелого, мокрого снега, увеличивающего риск схода лавин. Власти Альберты временно перекрыли участок трассы через перевал Хайвуд, задействовав для расчистки дорог снегоуборочную технику.
Метеорологи связывают аномальный снегопад с холодным фронтом, принесенным Тихоокеанским циклоном, который столкнулся с теплой воздушной массой, вызвав обильные осадки в скалистых горах. «21 июня в Тогучинском районе Новосибирской области мощный грозовой фронт принес сильный град, вызвавший значительные повреждения в нескольких населенных пунктах. Под удар стихии попали деревня Шмаково, село Плотниково и садовое товарищество «Метро». По данным очевидцев, град размером 4-5 см в диаметре, сопоставимый с куриным яйцом, нанес серьезный ущерб. В деревне Шмаково и селе Плотниково зафиксированы повреждения автомобилей, крыш домов и хозяйственных построек, а также уничтожены посевы на приусадебных участках. В СНТ «Метро», расположенном вблизи Плотникова, пострадали теплицы, садовые культуры и кровли дачных домов. Также жители сообщают о разбитых стеклах машин и поврежденных фасадах зданий. Крупный лесной пожар вспыхнул 22 июня на греческом острове Хиос в районе Агиас Макариас Врандадос, заставив власти эвакуировать жителей 6 населенных пунктов. Изначально пожар начался в районе Кариес и быстро распространился из-за сильного ветра, охватив лесные массивы вблизи Агиас Макариас, Агиас Маркос и Агия Проскеве. Жители этих районов получили экстренное оповещение через систему 112, предписывающие немедленно эвакуироваться в сторону пляжа Врандадос или города Хиос. В общей сложности эвакуация затронула несколько сотен человек. По данным пожарной службы Греции, на тушение пожара брошены значительные силы, более 100 пожарных, 3 вертолета и 2 самолета. Однако сильный ветер и сухая погода осложняют работу спасателей. Пламя угрожает жилым домам и сельскохозяйственным угодьям, северная часть острова затянута дымом. Для обеспечения безопасности власти перекрыли несколько дорог, включая прибрежные пути в районе Врандадос. Απίστευτη λήψη νερού από το μέτωπο της φωτιάς. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν. Παίρνονται οι φλόγες, νάτες, νάτες. Παναγίτσα μου, Παναγιά μου, δηλαδή, εντάξει. «21 июня север Италии накрыла мощная грозовая система, ставшая причиной выпадения обильных осадков и крупного града в нескольких населенных пунктах. Вечером в прибрежной коммуне Аренцано, расположенной в провинции Генуэ, в результате шторма выпал град размером 3-4 см в диаметре. Это привело к значительным повреждениям автомобилей, витрин магазинов и кровли зданий. В некоторых районах коммуны пострадали также сельскохозяйственные угодья, включая виноградники и оливковые рощи. Шторм сопровождался сильным ветром скоростью 60 км в час и ливнями. За несколько часов выпало около 80 мм осадков, что стало причиной подтопления на улицах. Пострадала от шторма в этот же день и коммуна Лиссона в провинции Бьелла. Размер градин, по данным местных жителей, достигал 4-5 сантиметров. Пострадали крыши жилых домов, теплицы и сельскохозяйственные культуры, включая посевы и фруктовые сады. В Лиссоне также зафиксированы повреждения автомобилей и уличной инфраструктуры,
включая дорожные знаки и фонари. Метеорологи связывают шторм с активностью грозового фронта, вызванного столкновением теплых и холодных воздушных масс над Северной Италией. С 22 по 23 июня в районе Южных Курил зарегистрирована серия из 7 подземных толчков. По данным сейсмологов, первые 3 землетрясения были магнитудой 4,1, 4,4 и 6,1. В течение дня и в ночь на 23 июня были зафиксированы еще 4 сейсмособытия. Магнитуда этих толчков составила от 4 до 4,6. Эпицентры всех землетрясений располагались в 100-120 километрах от села Крабозаводское на острове Шикотан, на глубине от 20 до 40 километров. Сила колебаний достигала 1-3 баллов по шкале Рихтера, что, по оценкам специалистов, не ощущалось местными жителями. Толчки же от самого сильного магнитуды 6,1, которое произошло на глубине 10 километров, могли ощущаться на островах Шикотан и Кунашир с интенсивностью 3-4 балла, однако сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Также не объявлялось предупреждение о цунами.